Как же приятно, когда ты долго отсутствуешь, а первое сообщение в твоем чате — это продвижение бота фирм. Шикарно. Мне очень понравилось. Давайте еще. Ну, как вы поняли, мы будем проходить дальше Vampyr, потому что мне понравилось. Очень даже. Почему бы не продолжить ее проходить? Так что не будем тянуть. И приступим. Что же ждет нас сегодня? Да, я знаю, что такое автосохранение, кладбище, великая охота. Продолжить. На чем я остановился? Мы восполним. Надо продать патроны на дробовик. Хотя... Ну да, я не буду менять дубину. Так что патроны на дробовик придется продать. Так, на пробел же вроде бы телепортироваться. Надо проверить. Да, на пробел телепортироваться. Но он почему-то не телепортировался там на крыше. Что мне нужно сделать? Мне нужно... Особняка леди Эшбри нужно добраться. Но я бы хотел повыполнять задания граждан. Где они? Вот ее задание. Мне наверх надо. А наверх лучше всего подняться здесь. Люблю телепортироваться. Это все еще закрыто. Не понял. Тут же, по сути, больше некуда. А куда тогда? Я совсем забыл. Мне не нравится его анимация автобега. Кого именно мы пытаемся найти, я понять не могу. То есть это за городом. Ну, за больницей. Тут можно подняться. Я не помню, какие способности у меня какие. Так, невидимость... Не, невидимость это 4.
А, так я их не убью в любом случае. Хорошо, буду знать. Это я заберу. А я постоянно боялся, что их убью дубинкой. Ну, почти 25 октября, конечно. 25 октября. От командный пункт Стражи Тревела. Кому? Патрулям в Ист-Эйде. Тема. Действия вампира, больница, изучить, расследовать. 3 дня назад до одного из наших рекрутов дошли слухи о том, что некая женщина-вампир прячется в Пембургской больнице. Лондонский Ист-Энд. Нам известно лишь ее имя. Тельма. Ваша задача незаметно пробраться в больницу и наблюдать за действиями вышеуказанного кровососа. А затем сообщить о них нам. После этого мы решим, что следует предпринять. Все? То есть это они отсюда уследили. Ну, побежали обратно. Так, стоп. А почему она там? Ну, похоже, надо напасть на кого-то. Это я соберу. Так, мне не туда. Ну, и туда можно. Не, он против тени ничего не имеет. А еще он сильный, сволочь. Опа, еще. Аж сзади сволочь напал на меня. А, он тень. Теперь все ясно. Ну и все. Правда, пожать бы было бы хорошо, ну ладно. Восстановимся магией. Еще кто-то есть? Никого больше нет. Добро пожаловать в ловушку. Ау, зачем я это сделал? Да. Загнался в ловушку и пытаюсь победить. Спасибо за кровь.
Куда идти-то? А, я вообще не... Я не в ту сторону шел? А, мне... Они были моей целью. Что у нас тут? Это я возьму. Это у нас еще есть. Куда? А. Ну, привет. Это я заберу. Ой, я случайно использовал хилку, которая на G. А это вроде какая-то крутая хилка. А, слабое восстановление. Ну, тогда хорошо. Кстати, у меня же есть револьвер. Что-то я им не пользуюсь. Хотя он у меня только против оборотней. Хорошо работает. Эти мужики слишком защищены от пуль. Вампирские существа, похоже, всегда около моего уровня. Так, мы ее ищем. Так вот же она. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. В качестве награды. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Я получил ее кровь. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Ну, это очень плохо. Это, скорее всего, ее раздражать будет, так что про риск лучше You have сказать. no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Он вообще сказал не то, что я хотел, чтобы он сказал. Beings that were here before this island even had a name. Это как будто был выбор без выбора. Ну ладно, ей в любом случае понравилось. Ну что, получается, пришло твое время? Моя дорогая. Пора
пообедать. Вообще беспалевно ее взял за лоб. Пациентке стало плохо. Мне нужно отвезти ее в палату. Ее палата — это кладовка, да? Кладовка же ее палата. Вот, ваше любимое место. Вы же так любите его. Why kill me, brother? We could have ruled this land together and forever. Покойся с миром, моя вампирская сестра. Туда не заходим, ее стошнило. А я поднимусь в свой кабинет, чтобы исследовать ее кровь на болезни. Я поднялся не с той стороны. Так, ну я знаю только одно место, где может пригодиться ключик. Это он? Это не он. Ну, тогда я даже не знаю. Найти ее палату, что ли? Так, ну я бы исследовал ее кровь. То есть ее кровь нельзя исследовать. Печально. Могу ли я прокачать? Не могу. А я думал, я типа получу. А зачем мне тогда ее кровь? Уже дала образец крови. Ну. То есть они нужны только для всяких хилок рецептов. Ну, 2000 опыта уже достаточно мало. Но я бы нашел место, которое заперто. По идее, она же здесь лежит. Не здесь, а с другой стороны. А с тобой что? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Goodbye for now, Mr. Elwood. Я больше не знаю, где запертые места. Ну, сад только если. В котором за ней следили. Где у нас сад находится? Вот по идее. It's locked, all right. Это заперто. Но это, скорее всего, у медсестры ключ. Это же все-таки типа регистрация.
Ну или типа того. Здесь ничто не светится. Это тоже не то. Вот, по идее, сад. Нет. Ну или не сад. It's locked, all right. Это логично. Но вот эту сволочь точно надо сожрать. Когда я не знаю, от чего этот ключ. Меня бесят эти значки. Где они? Хрена они вообще ставятся за пределами карты. Sweet girl. Will this shift read me like a book? I never could keep anything from her. У них там вроде бы какой-то секрет. Я не помню, узнал ли я его. I know I can count on you. I wish I could say the same. Похоже, я опять опоздал. Ну ладно. Так. Ну, буду переключаться так. Что у меня еще в больнице осталось? Вот это и вот это. Только одну могу выполнять. Так, стоп, я же их вылечил. Этих я не могу вылечить. Где лекарства у меня хранятся? Ничего от неврологии у меня нету. Но будем выполнять задание, вдруг что-то это откроет. Это далеко? Ничего себе. Какое у него задание? Это не его задание. В больнице у меня все сделано. И ее нету. Но ее задание выполнено в любом случае. Я же его... Я еще кого-то ел. Но тут у Кана вычеркнуто. То есть они просто отсюда исчезают, если их объять? Ну или у того человека не было расследований. Расклеить 5 плакатов, сжечь все плакаты. Выдающийся охотник на вампиров. Задание от гражданина. Решите, как поступить с плакатами их ввода Трогмана. Сжечь плакаты, расклеить 5 плакатов в доках. Мне кажется, лучше расклеить. Это раскроет его как личность. Не думаю, что он когда-нибудь догадается, кто мы. Тут должны быть... Нету? Ну ладно. Отец. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us.
Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Какой-то ты прям агрессивный, ну тогда не уходи. I Не insist разговаривай you со be мной. quiet. Son, do you not see? You are the healing balm. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! Ну пока. I'm tired of all these puppet shows. Стабильная. Ну, теперь понятно почему. Здесь нету охотников. Что здесь моргало? Это я уже видел. Двадцать 24 уровень. Точно какая-то ловушка, на которую я обязан попасться. Телепортируйся. А, он умер. Ну ладно. Не такая уж и ловушка. А я тут был? Мне показалось, что там телек типа в стене. Ну, хотя вроде бы рановато для телеков. По крайней мере, в каждом доме уж точно. Критическая. Вот это плохо. Ну, возможно, даже если я раскрылю плакаты, мне это поможет. Скорее всего, охотники победят. И сверхсильный. Что, не победят? Честно говоря, впервые охотники не победили.
Что вы будете делать? Опа. Получается, я их натравил друг на друга? Они все сюда перешли. Но, по идее, охотники должны победить. Даже помогу им. Ну, мне просто кровь нужна. Ух ты, у них пока ничья. Охотник... А, не, охотник проиграл. Ну... Привет. Куда пошел? Я не разрешал. Решил он уйти от меня. Свинцовый пруд. Да, тогда они не знали, похоже, что свинец вообще-то опасен. Пишут мне, понимаешь ли. Но, похоже, придется ответить. А вот то, что свинцовый пруд лежит в сундуке, еще более-менее. Да. Куда идти-то? Ну, точно и сюда получается. О, это, кстати, знакомое место. Мы тут сражались с первым вампиром нашего вида. И мне нужно на ту сторону. Можно телепортироваться отсюда? Нельзя. А, это не здесь, это снизу. Ах ты ж сволочь. Мне нужно спить твоей крови. Это я возьму. Опиум достаточно полезная штука. Ты меня заметил, типа, или что? Не заметил. Второй раз кусать его не имеет смысла, потому что просто восстановлено. До меня только сейчас это дошло. Так что имеет смысл оставить ему один удар, нанести побольше урона. Ну так, чтобы он не умер, а потом оглушить и допить.
Это шикарно. Теперь до меня дошло. А то я, по сути, укус использовал только как урон. It's locked. С той стороны. Ну, конечно. А не туда иду, по сути. Мне возвращаться надо. О, сундук. Это я возьму. Так вот, сейчас выйти за этот переход и идти только вперед. Оборотень. Я так и не понял, а оборотни днем люди или тоже такие твари прячутся где-то по углам, шкерятся от меня, от солнца точнее. Так почему он здесь ходил? Тут же охотники. Теперь здесь не охотники. Так вот, что происходит, когда становится все критически плохо. Не, я хочу расклеить. Кто такой? А, ты типа... Ударишь меня? Ударил меня, сволочь. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Have you heard any rumors regarding Sean Hampton's shelter? I spent days observing the place, but the vampires still got him. Evil. It's everywhere, Dr. Reed. Are you worried about the sanitary situation in London? It seems the Guard of Priwen has declared war on vampires. I'm not sure if that's a good thing, though. Really? I thought you'd be thrilled by this news. The Guard can be reckless. They rush into a fight without thinking. The citizens of London should not be the collateral victims. Do you need my medical attention, sir? Actually, I may. In my line of work, I have to stop at any sign of infection. Treating a vampire hunter's wounds is certainly a first for me. I'm happy to help you, of course. Thank you, Dr. Reed. Your support means a lot. Goodbye. And good В hunting, лучшем Mr. состоянии в Throgmorton. районе, ну так, на всякий. Я хочу узнать, что произойдет, если их расклеить. Ну, то есть, по сути, поработать на охотника на вампиров. Он что, издевается? Он вроде как охотник, но это... Тварина здесь, вот она. Буквально в шаге от него. И он ее не видит.
О, наконец-таки охотники. Я так и не понял, куда мне идти? Здесь вроде как сжечь. Нет, здесь сжечь. Они бы хотя бы как-то отделили их. Опасность ближе. Это Носферату? Он приклеил Носферату? Ну, привет. Я тоже могу стрелять, смотри. А еще могу сделать так. Финиш-килл? Реально? Сейчас тебе будет бруталити, чувак. А, так оно же само останавливается вне боя, я забыл. Там что-то было? Я заберу. Informing London's inhabitants of the presence of vampires. What does that make me? A double or a triple agent? Best be on your way home. Are you deaf? Он вроде как противодействует тени, но при этом слеп как крот. А, он типа огнеметчик, а это плохо. Спасибо за кровь. А, тебя кинули, братан. Ничего себе у тебя дальность. Так, там была доска, да, я помню. Done. Mr. Throgmorton should be happy. А? А, искать его надо. Ну, по сути, просто к нему вернусь. Чего искать, я примерно знаю, где он находится. А тут у нас что? Локация, которую можно залутать. Вот бы можно было соединить типа 10 одинаковых вещей и повысить их качество. Хотя это нарушило бы баланс, потому что здесь можно просто перезагружать локации и лутать одно и то же множество раз. А ты кто у нас? А, ты домой вернулся? Ну, мы вас попытаемся вылечить. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reed. Young man, do you require medical attention? I don't like asking for help, but I don't want to be one of those poor sods dying in the streets.
There's no shame in asking for help, especially when you are in desperate need of it. Here, take this. You should recover in no time. Thank you, I suppose. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? That is what happens when you try to help others. You attract so much attention you end up dead. Especially in these dark times. Анна, что у тебя есть? Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Ну, по идее, пригодится. А, у меня нету денег. О. А это что-то важное? Оно обычно просто исчезает. Короче. Если это можно продать, то я это продам. Только это здесь как бы отличается по названию. А, у меня есть эти заклепки. Что у тебя есть полезно? Потом, может быть, его выкуплю. Ничего у тебя нет полезного. Ты бесполезен. Ты будешь моей едой. Когда я узнаю все о тебе. Good evening, sir. I'm glad to see you safe. I am not safe. I should never have come back here. My life is in danger. I know it. You're much safer here than in that contaminated area. Bullets kill people quicker than diseases and epidemics, Dr. Reed. What can you tell me about this district? The East End docks only knows one rule. Dog eat dog, and blood calls for blood. The gang will have their revenge on me one way or another. What can you tell me about the locals? Most people would say that Sean Hampton and Tom Watts are good men who try to sort things out. But for me, the real boss around there was my best friend, Jack Gillingham. Jack Gillingham, you say? Everyone round there knew Jack. He was a rock. A mountain even. He feared nothing. То есть, возможно, я сегодня все о тебе узнаю. Your friend Jack has something to do with you fleeing to the contaminated area where I found you. I want to know more. Jack is dead. That's all you need to know. Dead because of me. So much violence. So much sorrow. All of that because I refused to be insulted again. Честно говоря, даже не знаю. Хватит прятаться как-то слишком агрессивно. Эта война все равно бы началась. Значит, как-то так себе. No man can predict the exact outcome of his actions. It's the curse we have to live with. We can only gamble and do what we think is best. Perhaps you're right. The district was doomed before I was born. But I cannot stop myself thinking that Jack died for me. Why do you say that? After I killed that gang member, the wet boot boy suspected Jack. And being loyal and all, he did not refute the accusation. The death of your friend has affected you deeply, hasn't it? Jack Gillingham was the real deal. He believed we could change the world if we were united and focused enough. And he brought out the best in each of us. You're right. He died to save you. That alone gives me an idea of the kind of man he was. He was the bravest. And no one dares to say openly that he got killed by those bastards. Your friend's plan was audacious, if not reckless.
No one stands up by themselves to a gang like the Wet Boot Boys. How dare you say that? You never met him. Да, это было грубо. You are not going to spend the rest of your life hiding, Rodney. What are you planning to do? Honestly, I have no idea. How am I supposed to live while so many have suffered because of me? Only you can answer that question. But one thing is certain. Since you owe Jack your life, I think it's fair to live it in a way that would make him proud. That's the kind of thing Jack could have said, Dr. Reed. Thank you for that. I believe you're a good guy too. Окей. И я о нем узнал все. Но я его вылечу в любом случае. Mr. Grader? Death by disease or by bullet? Do I really have to choose? Well, I have nothing to stop the bullets, but this should make you feel better. You have a strange sense of humor, Dr. Reed. But thanks anyway. Goodbye, Mr. Grader. Take care. Good evening, Miss Gillingham. May I come in? Of course, of course. So, Dr. Tippets, what brings you back here? We haven't talked in quite some time. Ну, это было не так уж и давно, но все же давненько. У меня нет средств от неврологии, прости. Goodbye, Miss Gillingham. У меня есть подозрение, что тайна о ней хранится в каком-то ларце, который закрыт на ключ ее сына. Да, вот типа этого. Но не думаю, что она пользуется письменным столом. У нее все-таки не самое лучшее зрение, мне кажется. Хотя не, она вон читает. Ну, в любом случае, она о сыне не вспомнит. Где этот негодяй? 3000 опыта. Сюда. А? Это какое-то задание? Почему грузит? И почему так долго? Good evening, Mr. Grader. Are you sure nobody followed you here, Dr. Reed? Ну, поздравляю. Ты максимально на опыте. Твоя смерть пришла. А ты и не ждал. Хотя ждал, но не от меня, конечно же. Не обращай на нас внимания, мы как бы это... Мне нужно отвезти его в больницу, ему очень плохо. Ну, точнее, в его комнату, потому что он... Ему нужно оказать медицинскую помощь. Где бы тебя оставить? Ну, тут вон все равно скелеты есть. Forgive me, Jack. If I had stood by your side, we both could have changed things for good round here. Косородний. Ты все это время с собой косу носил? Ну, теперь понятно, чего он не боялся в мире гулей. Надо было, наверное, его сюда довести. И вроде как ключика не получил.
Постоянно застревает. Ну, хотя я о нем еще не все знаю. Он же здесь был. Вот он. Ну, привет. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? I put up your public service announcement. Consider the common folk warned about the vampiric presence. Thank you, Dr. Reed. You may not realize it, but you saved a great many lives today. Do you Я одну really погубил. think they could be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? Those people needed protection. He was the shepherd, I was the watchdog. But I let them down and Mr. Hampton got killed. Ну все, получается. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Будь здоров, как говорится. Я за тобой еще приду. А мы... Надо еще людей подлечить, когда встречу их. Будем выполнять задание дальше. Ну, раз я тут, то могу и вылечить их. Они тут где-то. Ты чем болеешь? Неврология. А вот от сепсиса у меня вроде бы есть лекарство. О, это я возьму. Чё так долго грузит? Диалоги. У меня SSD вообще-то. Glad to see you again, Mr. Reed. Похоже, это какие-то проблемы у самой игры. Do you have recent news of Sean Hampton's shelter? I can't believe that someone could be cruel enough to assassinate a saint. Maybe Giselle is right. Maybe this world is doomed. Do you need my medical attention, Miss Paxton? I can keep going, Dr. Reed. Of course you can, Miss Paxton. But I wouldn't recommend it. Please, take this. You will feel better. Thank you, Dr. Reed. Thank you. Really. Goodbye, Miss Paxton. Правда, спасибо. Не за что. Моя работа такова. It's locked. Закрыто. Окей. Что тут еще есть? Тебя я не вылечу. Ну и ладно. Побежали дальше. Ну, привет. Давно я вами не I обедал. can't believe I'm doing this. Монетки я люблю. Так, мне туда? Ничего себе. Найти место, где взорвалась бомба. У тебя какая болезнь? Я с тобой еще не разговаривал? Am I Hello, boy.
Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, Хорошо сказано. it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Окей. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Какой ты скучный. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Разве не знаю? Ну, это же она вроде бы нет. Где вообще этот пацан? Вот он. А, и они ничего не знают. Do you need help? То есть, получается, он прибился к какой-то старухе и живет у нее. The real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. А еще от твоего здоровья зависит моя безопасность, так что пей это долбанное лекарство. Понял меня? Сволочь. А я пойду дальше. А, это ты. Бронхит. А у меня есть что-нибудь от бронхита? Бронхита есть. Ну, приветик. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Ничего нового. Почему я тебя не съел? Потому что я тебя чего-то не знаю. Но тебе задать личных вопросов больше нельзя. Так прикольно выглядит. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with,
But it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose Я, as кстати, well, вообще Mr. не Reed? палю, что вампир. I would say it's a Он такой convenient way of беспалевный. gaining people's trust. Просто ходячий труп, по сути. Goodbye, Mr. Fishburne. Не болей. Зачем ты достал меч? А? Не ссыте, крысы, я не за вами. Сегодня вы остаетесь в покое. Другого пути нету. Там-то, получается, есть вторая дверь. Где-то вот здесь вот должно быть. Нету, только на самый верх и самый низ. Печальненько. Тут кроме тебя никого нет? Ну, конечно же, сволочь, ты меня в спину увидел. Так, стоп. А только ж ты можешь на меня нападать. Постой пока так. А ты меня все равно видишь. Он меня все равно видит, но ничего им не говорит. Ау, 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 больно вообще-то. Ты это... Осторожней с этой штукой. Да, достал ты уже. Это был звук паровозика? Там едет паровоз. Ужас. Паровозик Томас спешит на помощь. Но не успевает нигде и никогда. Так, все, я, получается, ищу. Здесь-то искать-то негде. Кишка одна. С двумя развилками. Крысу бы я сожрал. Это, не обращайте на меня внимания. Ой.
2 одним ударом. Монетки у бомжей забираем. Тут они, похоже, ночуют. Опа. И я его добил. Мой план дал сбой. Тут ничего. Завод. А чё ты такой сильный? А, ты вампир! Ах ты ж сволочь. На своего нападаешь. Постой на месте, пожалуйста. А, у меня патроны закончились. Класс. Да. Дай перезарядиться. А, ты тоже хилишься? А, на него это прям вообще не действует. Кстати, он существует, похоже, дольше меня, потому что прям фехтует мечом по древним техникам. А разве не в черном был? В черном одеянии же вроде бы был. Ключ от литейной. То куда получается? Кто такой? У меня экран закрылась. И я забыл кое-что сделать. Так, мы тебя, короче, баним, потому что мне кажется, что ты рекламируешься у меня. А разбираться, что ты делаешь, у меня нет времени.
Так кто-то прям орет. Ладно, наверх поднимемся. Похоже, дружок этого вампира. Дверь отперта. Привет. Я тут вот снова подрубил. Хорошо, что сейчас заметил. И что он тут прятал? Зачем-то же эта дверь была закрыта. Не хочу это читать. Ну, это, конечно, печально. Но что ж поделать. Самое главное, что ты все-таки зашел и проявил активность. Это меня очень порадовало. Это можно... вот, можно обыскать. Что у нас тут? This is no place for a gentleman. Ах, долбаные бомбы. Да, отстань ты от меня. Почему недоступно? Ну, я так понимаю, это что-то типа автолевелинга, чтобы я не становился богом среди смертных. А то было бы слишком легко. Ну, они не особо сильно поднимают левел. Типа, можно поднять левел больше, чем они в среднем. Но с учетом, что тут каждая ночь, по сути, то есть я поднимаю уровень только если ложусь спать, то получается они просто тренируются днем, чтобы ночью стать сильнее и охотиться на меня с большей силой. Так же, как и я, каждую ночь становлюсь сильнее. Ну, каждый день, по сути, пока сплю. Не туда. Явно не туда. Куда тогда? Ну, по идее, тут в некоторых локациях сильнее. Так как... где районный? Вот чем ниже состояние района, тем сильнее там противники. Или вообще их отсутствие наблюдается. То есть вот здесь вот противников вообще нет. Но и состояние здесь хорошее. А вот здесь прям враждебное. Поэтому все сильные. Сильнее меня. А вот здесь вот стабильное. Они все по большей части моего уровня или ниже. То есть с ними легко справиться. Куда идти-то?
А, я здесь. Не, я здесь. То есть я вот это вот все прошел, надо идти вперед. А не, вот туда надо идти. Все, я понял. Закрыто. Ну, наверное. Ну, в любом случае, пока я не допройду эту игру, я ни во что другое играть не буду. Так что ее придется подождать. Ну, очереди. This place looks like the picture I saw of the bomb site. Опа. То есть взрыв где-то здесь был. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. Найдите цветы и отдать дань уважения жертвам. Ну вот цветы. May all who suffered from this tragedy довольны? find or rest in peace. И теперь мне надо возвращаться. It's locked, all right. Не обратите на меня внимание, сволочи. Надо было сразу сюда идти. Зачем я пошел в обход? Так, есть стримеры, которые не могут совмещать работу и стриминг. Это хорошо, это я понял. Но к чему это? Я понять не могу, нахрена улучшать оружие, если у них у всех есть иммунитет к нему? I have this thirst for blood. Дай пройти. Ну, карантин так карантин. Ну, то есть, я могу понять, к чему это сообщение, но я стримлю не из-за того, что у меня есть работа или ее нету. Я делаю это, когда есть настроение, время и... И что же еще я хотел сказать? Ну и все остальное.
И у меня есть подозрение, что ты уже ушел, потому что 15 минут вроде как прошли. Почему он здесь достает меч? To every night a darkness, and every dawn another death. С Дайсоном надо поговорить. Пылесос нужно найти. Понятно. И где этот пылесос? Это эта старуха, о которой все говорят. Ну, поговорим с ней. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Please don't stay too long, sir. Ну, привет, дамочка. Я проверю, что у тебя есть в шкафчиках. Хотя вряд ли. А, не, можно обыскать. А что тогда у тебя закрыто на ключ? Тут обычно у всех есть ключи. It's locked, all right. А вот и закрытая штука. So you have questions about the flu, then? Yes. Какая-то низкополигональная на ней кофта. Forgive my rudeness. Она похожа на постаревшую Гарри It's just Поттера. my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Ладно, будем смотреть на нее. Вот так вот, прямо из-за спины. Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent, then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right.
Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. То есть ты так легко об этом говоришь. Твой сын серийный маньяк и убийца. А ты такая, ну, у него бывают эпизоды. Эпизоды сумасшествия. С кем не бывает, да? Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight his, demons. Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how О, he feels when наконец-таки. he's done it. У нее хоть какие-то эмоции проявились. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. I understand your pain, but you cannot mother him forever. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. Ну, вот это уже логично. Обычно так происходит. Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be such a happy child, and he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour? Вообще обычно нет. Science has only just begun to investigate the mysteries of the human mind. Currently, we have more assumptions than fact. There ain't no hope then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. А вот это уже неоднозначно. Все возможно. Что еще мне нужно сделать, чтобы узнать о вас все? Are you in need of any medical assistance? I am afraid I am, Doctor. I don't feel well at all. Then let me give you a prescription. I thank you for your generosity, sir. It's something this part of town truly needs. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Ну, у нее осталась одна тайна. У этого осталась одна тайна. И у пацана, который здесь ходит по мусоркам и рыщет, тоже осталась одна тайна. Вроде как. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Какой-то он старый для молодого. Heard anything about Sean Hampton's shelter lately? Not since he bought it. Such a sad story. Are you worried about the sanitary situation? I never really felt safe in this town anyway. Now's the first time that everyone seems to feel the same way as me. Is anything worrying you right now? Gunshots? I hear them every night. Who's firing? Who are they shooting at? That's what's scary. Окей. So long, Rufus. Be careful. Take care. Ну, в таком случае тебе повезло, что тебя не отправили на фронт. Радуйся. Ты чё, Шиз, сам с собой разговариваешь?
Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Ничего о тебе не узнал. Have you heard anything recently about Sean Hampton's shelter? Death of the sad saint was only a matter of time. Surprised the wet boots let him live for so long anyway. Neutral ground my arse. Короче, ясно. Goodbye, Как обычно, Mr. про Fishburne. свои мокрые ботинки. Достали мне ваши мокрые ботинки, чтобы они высохли. Ну, поняли? Игра слов. Но я же могу их буквально высушить. Я же вампир. Ну ладно. Не понимаете вы тонкого юмора. Родион Дайсон? Да. Ну привет, пылесос. Хлещешь пиво? Good evening, Mr. Delaney. Пылесосишь, так сказать, запасы продавца? I found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened, just as you asked. Really? That's so kind. I never thought someone would... Well, thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me alone. А, так это ты, сволочи, их взорвал? Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just. By killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. That bomb also killed you that day, don't you see? You just die a slower death, drink by drink. I know. Maybe I deserve judgment. Until that day, I'll just be Dyson the drunk, not Dyson the murderer. I want you to remember the bomb, Dyson. Tell me about it. No. I don't want to remember it. Why use a bomb? What were you trying to destroy? The Dawson & Dawson ammunitions factory. A symbol of violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. Окей. The victims. They were not the target then. I spent so much time figuring out the perfect moment. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. И что это значит? Вот что я о нем должен узнать еще? Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Mr. Delaney. Ты столько алкахи пьешь, мне кажется, ты любое лекарство можешь себе позволить. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Goodbye, Mr. Watson. Он, как всегда, скучен. Что-то я о нем еще должен узнать, наверняка из окружения. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the если не Turquoise говорил Turtle, then, еще. Doctor. I'm Sabrina Вроде бы Cavendish. How говорил. can I help you?
Ладно, похоже, не What говорил. can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Окей. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Do you require medical assistance, Miss Cavendish? Don't feel so good if you have to know. I knew that keeping the bar open with the epidemic wasn't a good idea. Take this, it'll help. Perhaps you should think about closing the turquoise turtle for a while. Tom always said we got to keep the doors open. But thank you, Doctor. Ясно, сейчас чтобы трудоголик несчастный, о котором я ничего не узнал. Тут есть еще хоть кто-то? В вашем баре буквально один алкаш. И вы двое. Его не надо закрывать, очень нужное место. Да-да. Так я вам и поверил. Так. Эти задания выполнены. Эти тоже. Мне надоело выполнять задания. Хочу пойти по главному сюжету. Куда мне надо идти? Мне нужно идти на тот берег. Ничего не вижу. Ну тут ничего нету, я тут был уже. Да, угадай, закрыто. Ну, конечно. А тут прохода нету. Класс. Ну, похоже, это единственный путь. Получается, вот так вот надо идти. Не хочу я с вами сражаться.
Да вы откуда вы появились? Надеюсь, вы довольны, что умерли? Стоило это того? А, мне же надо просто попасть в нормальную зону, и все. Мне нужно лекарство от неврологии, чтобы их то самое. Но перед заданием я прокачаюсь. Все, больше ничего не могу. О, могу прокачать пистолет. Сокращает время перезарядки на 25. Увеличивает наносимый урон на 10%. Это все-таки у меня приспособление для оглушения. The flower's dying. Где взять эту воду? Так, ну что бы я хотел прокачать? Прокачать-то я могу все. То есть если... Ну ладно. Вот это можно вкачать. То есть дистанция уменьшится. Но мне дробовик не очень нужен. Я им именно в этом смысле пользуюсь. Так что я вкачаю это. Так. Здесь уже в любом случае это качать. Я тоже сделал выбор.
Выносливость — это очень важно. Но и запас крови тоже нельзя забывать улучшать. С этим надо разобраться. Цены товара торговцам могли измениться. Ну, хотя бы критическое. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Ну, пушки бы я бы оставил, честно говоря. Но у него особо ничего полезного нету. Ну, кроме патрон. Так, есть хоть примерное расположение, где этот может быть? Нету. Ну, конечно же, я создал еще один маркер. Она исчезла, это хорошо. А, так если исчезнет тот, кто им нужен, они пропадут. Это плохо. Ну, значит, будем его искать. It ain't human. Kill it. Die. Оборотень. Это чё, умер? God, take this. Oh, bloody leech. Bloody leech. Murdering bastard. Там еще кто-то есть. Обычно у оборотней что-то есть полезное. Не хочу с вами связываться. А, вот где сад. Возможно, в том же самом месте, стоит проверить.
Тут я особо не находил больше мест, где есть такие ворота, чтобы спрятаться. Так, где я вышел? Заперта дверь? Кем? Там типа сейчас ночует какой-то вампир. Please, sir. Can't let you through. Cross the leech, Put an end to you! He's dead! Я вообще туда иду? Не туда иду. Ну да ладно. А чё ты такой слабый? Кто тебя покоцал? I can't believe I'm doing this. I cannot enter. Это уже заперто. Типа, когда ситуация стабильная, все заперто? Как-то их там много. А, это место. Что у нас тут? Ну да, вот это место, но не здесь. Чего? Как это так?
Как я туда попался? Да, дайте выйти. I have this thirst for blood. Да. I can't Я believe сумочку I'm хотел doing подобрать. this. Они какие-то слабые. Чего? Как тебе нравится, когда тебя кусают? Мне вот тоже не нравится, когда меня кусают. Стоит прикусить по сводам. Thirst for blood. Да. Откуда здесь монстр? Слишком много ты себе позволяешь, тебе не кажется? Спасибо. Ты, не ты. Брат Гуль, что помог мне. По идее, уже другой район. Да. Или нет? Это я заберу. Это я в порту. Опять вы, как же вы меня достали.
хотя бы что-то полезное падает. И вот где мне его искать? Пропавшего этого бедолагу. Мне хотя бы искать его в больнице. Он мог дальше в больницу уйти? Ну, только здесь я не был. Вообще вроде бы никогда. Вроде как, когда приближаешься, ты замечаешь его. I can't believe I'm doing this. Вы меня достали все. Он типа взорвался ядовитым ядом? Мне не показалось? А, не, я тут был, получается. А вот там я не был. Не помню, чтобы сюда спускался. Ну, конечно. Speak English, do ya? This is not the place for over there. Bloody leech! По чуть-чуть из него получу. О, ничего себе. Вот это нежданчик. Еще одно письмо. А, то есть я мог его отсюда увидеть. Типа того. Ничего себе, он какой-то слабенький.
А, даже на 2 удара осталось. А нахрена тогда нужна эта локация? Чтобы я нашел записку? И победил одного ликантропа, еще одного. Не, вон они там еще есть. Как туда попасть? Не заметил как-то этого места. Stay away! It's a leech! Watch out, boys! Watch it! It's a killer! Да. Почему он иногда теряет их из-за внимания? Прости, Глистер. Я просто так потратил хилку, ну ладно. Ну, как потратил-то? Потратил-то сильно сказано, конечно. Они-то фактически от магии зависят. И со временем появляются новые способности. It's locked, all right. I can't believe I'm doing this. Явно ключ у него должен был быть, или как? I cannot enter. Это явно уже что-то не то. А, так мне нужны синие, а чё я тогда не купил? Уже бы прокачал, можно сказать. Тупанул слегка.
12 уровня. Ож, какой-то квестовый чувак. Я, возможно, его сразу выпью. И как вам музычка? Понравилась? Ау. И мы идем сюда. Чё охраняешь? Чего?
какой-то странный мужик. Как будто и не совсем охотник на вампиров. Да, тесачок надо посильнее брать уже. Что-то здесь сверкало. This is Braille. I need someone who can read this. Нечитаемый текст написан шрифтом Брайла. Латиницей набрано только название. Средство от слепоты. Окей. То есть, чтобы вылечиться от слепоты, нужно стать слепым. It's locked. С помощью кода. А где я его возьму? Ну вот, по идее, не просто ж так это здесь лежит. Куда вводить код? I cannot enter. Ясно. Ну ладно. Похоже, это на будущее. А где тогда этот обожженный? А, да, я его объел, все. Мне показалось, что это вот этот вот. На секунду. Хоть какая-то информация, где он может быть. Можно? Хотя бы куда он отправился. Перед тем, как пропасть. Но здесь его нет. Может, он вообще не в этом районе. Теперь бегай, ищи его. Может, тут? Ладно, поищем его по больнице. It's locked. It's locked, all right. Но это кабинет этого парнишки, которому я помогал с лекарством. От чего-то там. Отражаюсь. Я не замечал раньше этого.
Ну ладно. По идее, вот эта медсестра тут постоянно ходит. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Ничего ты не знаешь. Может, охранник знает? Я вроде бы уже спрашивал у него. Good evening, Milton. Good evening. Goodbye, Milton. Safer here than anywhere else in the East End. Я вроде бы уже везде был. Наверное, кроме только вот этого вот места. Так, сейчас получается, если я смотрю сюда, то направо надо идти. Так, и по вот эту руку, получается, должен быть проход куда-то. Либо здесь. А, вот этими синими точками границы. Может, тут? Не тут. Хотя, так, стоп. В морге, может быть. Ну, в старом морге, точнее. Одного удара хватает. Да, так быстрее. Раз я тут хотя бы обыщу все. Закрыто. It's locked. Поглощение крови. Получили новый тип оружия для левой руки. Выбить чего? Все это время?
Скорость атаки. Выносливость. Оружие ближнего боя для левой руки поглощает 3 крови. Поглощает 5 единиц крови, когда оружие наносит урон. То есть у меня может быть 2 вампирных оружия. Но все равно это выберу. Но идея прикольная. Оказывается, все это время здесь лежало такое. Опа. Ну, привет. Том Эдвуд? Он стал вампиром? Что? Окей. И не то нажал. А, он стал вампиром, потому что я убил его возлюбленную. Вот поэтому надо убивать их всех одновременно. Кот еще орет не вовремя. Он как-то очень быстро умер. 1500 опыта. Ну ты дурак, конечно. Только почему-то ты какой-то красный. Это очень ненормально, мне кажется, для оборотня. Получается, мертвый гражданин. О, я прям здесь могу. Ну, тут ничего нет. Вот поэтому я и убиваю их всегда парами. Ну ладно, это был его выбор. Он стал вампиром. Ну, скорее всего, не его выбор, но все же. Там есть сундук, который нельзя открыть. Я бы хотел бы узнать, как его открыть. Надо было, наверное, вначале вылечиться, а потом выпить их. Так, ну ключ наверняка где-то здесь должен быть. Это же типа кабинет, я так понимаю. It's locked. Либо
Ключ у главы больницы. Точно. Это же больница. А, он посильнее, чем остальные. Он, похоже, узнал, что она мертва. Сбежал из больницы, потому что горевал. Залез в старый морг в надежде, что его никто не найдет, и его здесь обратили. Либо он всегда был вампиром. А? Кто здесь? А вы откуда? Похоже, это какой-то скрипт был сейчас. Ну, получается, -1 съеденный гражданин. Но я ничего не мог с этим поделать. Он сам этого захотел. Теперь получается на задание. И, скорее всего, я и получил опыт именно за него. То есть за него я вроде бы и должен был получить 1500. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. И что я должен увидеть? А, он просто так встал. Так, я снова тут. Где я нахожусь? Так, карта. Это у нас
Ой, тпен. Ну, тут очень плохое состояние. Но я там видел магию. Да он слабый. А, мне туда надо идти. Чего? Он какие-то сопли может пускать. You London vampires are so weak. Смотри, у меня тоже есть магия. Я еще так вот могу. Что ты сделал? Что сейчас было? А, то есть это так выглядит копье со стороны? Но у меня оно просто обратно не отскакивает. Вроде как. Громила. Это как этот босс, с которым я дрался. Такой же отвратительный. Вольный вурдалак. Разновидность вампиров растет. Раньше были только оборотни, а теперь еще и вурдалак. Dr. Reed, welcome. How are you? Ты бы разобралась со своим райончиком, а? Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Зеленая лампа? I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Еще один. Еще одна, точнее. Почему юный Экон меня достало это высказывание? Да, вот именно. Stop calling me that. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise.
In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. То есть все, кого я кусаю, могут стать вампирами и уничтожить меня. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Я древний Экон. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Ну, это я уже и сам понял. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Чего? А что не так с этой ночью? I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. Ну, это точно. Подобрать мебель трудно. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course, to your health, Jonathan. Так стоп, они не могут есть обычную еду? Типа отвержение? Отторжение еды? Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals, all of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Okay. Will they fight the Guard of Prewen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon.
То есть их этот несчастный вурдалак был всей их силой? Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits Понятно, me well, сексисты. as long as they leave me alone. Ясно. Древние бессмертные сексисты, все ясно. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Респектануть им? They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite, but we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Так, отойду чуть-чуть.
Will the guard of Priwen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Priwen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. Я чуть не начал огромную тираду на выключенный микрофон. Держу в курсе. Так, стражи Привена, ложки, честно говоря. Ну, если соберутся прям штук 5-6 эконов, таких же сильных, как главный герой, а он, я так понимаю, достаточно слаб с учетом, что он недолго живет, они пол Англии могут вырезать. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Priwen located and destroyed most of the old British vampires. У меня складывается впечатление, что глава этого ордена... А, ну да, она же его видела иногда. Тогда ладно. Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Логично. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. Ну, для этого надо просто придумать лекарство, а это не так уж и легко. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. Ну, вообще, по тени-то видно, что это мужик роста так по 2 метра. Ростом по 2 метра. Еще, возможно, с какими-то рогами. Так что маловероятно, что это она. You have no idea at all?
You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. Не понял, что We значит. may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Она явно хочет нашего внимания. So, time to visit the Ascalon Club. Это типа район вампиров разных видов, похоже. Это я уже видел. А дверь закрыта. Ну, конечно. Как иначе? Ну, эти вампиры посильнее, конечно. То есть я должен смотреть на это? Что с ней такое? That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Ну, не думаю, что люди захотят оставить пленных в таком случае.
cannot enter. А куда идти-то тогда? Мне придется с ними сразиться. Better go home, sir. Stop now! Ничего себе, 28 уровень. У тебя 27 уровень. Да вперед давай. Честно говоря, мне бы крови. Дверь отперта. А, понятно. Я пошел не в ту сторону. Вообще не то. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Домой. Так ты жил в месте элитных вампиров? Ну, где жили другие элитные вампиры? Так у нас тут такая... Изувеченный, мигающий скаль. Это как? Она 29 уровня. Но она не такая сложная. Обычно, когда такие большие уровни, они прям сложные. Похоже, я перекач. Уже. Да, я должен был его ударить.
Опа. Похоже, я нашел свой новый дом. В котором уже могу поспать. Знакомая дамочка. Где-то я ее уже видел. The Ascalon Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Тук-тук. Ваш новый представитель пришел. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Ну, похоже, кто-то на них напал. There has been quite a battle here. Но если вы не против, если я у вас тут все пропылесошу. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. А? Ой, я случайно. Я не хотел. Так, чтобы на всякий случай были открыты. А то вдруг закрыты. Знаю я эти открытые якобы двери в этой игре. Так, простите, я случайно вышел на задний двор. Так, у нас тут ничего нельзя блутать. А здесь... Здесь тоже ничего нельзя блутать. Это уже облутано кем-то. Кто здесь кроме меня была? Признавайтесь. Приветик. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Ты добавил один пунктик напротив смерти, Welcome to the Ascalon Club, когда назвал меня юным Эконом. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet,
I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? How dare you speak so flippantly of my family? Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. То есть вы вампиры, которые защищаете корону. Вы подчиняетесь Британии, несмотря на невероятное могущество. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Да, я угадаю, драконы это тоже одна из разновидностей вампиризма. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Классный ковер, кстати. У меня почти такой же.
Хотя... Ну да, почти такой же. Нет, у меня буквально такой же. Вот тут, ну, типа, у меня на стенке прям позади компа стоит. Ну, не, почти такой же. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Да, гадаю, надо будет чем-то помазаться, да? Members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. Чего? It is time to sign the Book of Allegiance. Это не какой-то контракт рабства. Мы точно не станем его вечным слугой, что не сможет его убить. Какой-то мутный тип. Что, прям реально воткнул в руку перо и сейчас напишешь? О, он отвратительный. Надеюсь, мне дадут его грохнуть. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Того старика, я думаю, стоило все-таки это... Много тут имен. Personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign echoes. This is Неизвестно, его можно объять. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. То есть он человек. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Может быть, я приближу твою смерть? Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. А, его нельзя зомбировать или вылечить. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information.
So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Окей. А, не. Его можно объять, но похоже по сюжету. Да, он тут главный. Mr. Dawson. Of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Have you heard the rumors of some horned vampire? What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Ну, логично, ты все-таки человек. Но я думаю, они тебя все равно грохнут. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. А, то есть ты один из этих. Нацистов, фактически, да? Ты один из этих, которые типа достойные должны жить под защитой стены, а всякие нищеброды будут изгнаны. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon Ну, я as же they сказал, appear. прям нацисты, но только с точки зрения болезни. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Ну, короче, ты не лучше Гитлера, честно говоря. Я с удовольствием сожру тебя. Что у нас тут есть еще? Хороший кинжал. Поглощает 10 единиц крови. А это оружие в какую руку? Не в эту. Зачем? Вот было бы здесь еще какое-то оружие, типа снайперки для двух рук. Это бы имело значение. А так я просто дерусь этим. Они же все одинаковые примерно. А двуручная занимает 2 слота. Это нелогично. А эти мрази даже говорить со мной не хотят. Ну, это понятно.
That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. То есть они обращались в них, получается, и оборотни тоже обращаются. Значит, этот горелый мужик был им изначально. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Everywhere in London. We are losing this fight. Мой уровень гипноза вырос, несмотря на то, что я никого не сожрал. Значит, это не от пожирания зависит. Значит, получается, мой создатель просто повышает мой уровень гипноза по желанию. Очень странные вещи у них в шкафчиках с книгами лежат. Но я понимаю, там опиум, но алюминиевый порошок — это уже что-то странное. Какой-то скудненький у них домик. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed.
I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Women of all countries, you... Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Я все равно могу ее объять. Ну, пока не могу, конечно, но все же могу. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Ее клыки, то есть она вампир? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Ясно все с тобой. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Окей. Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury?
first, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Я так понимаю, тут все будут здоровы. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. А, так она... Эшбери. Леди Эшбери. До меня только сейчас дошло. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? А если я ее сожру, это очень сильно повлияет на сюжет. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. А, то есть она долго тебя не навещает. И очень поздно об этом узнает, если вдруг что. Ну, я постараюсь оставить тебя напоследок. Тут чувак был, вроде бы. Разве нет? Кстати, меня кое-что интересует. А, так треугольничек — это то, что я сейчас просматриваю. Стабильное. Окей. Даже тут могут быть проблемы. Хотя это странно. You cannot forget his name. Листок с каракулами, какие-то каракули, выделены кровью на листке бумаги. Окей. А, это твои каракули. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. Крысы. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting
rats! I can't stop eating them! Help me, please. Help me to disobey the voice. Чего? Ты шизофреник, который жрет крыс? What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones, their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. То есть она типа как я, жрет крыс как фастфуд? Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know, someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, doctor. Так тебе же надо, чтобы он тебя покинул. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, Крыса. perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Дай угадаю, она на переходное состояние скаля? Ну, типа, хочет кровь, жрет крысы, потом превратится в монстра. Может быть, она одна из жертв болезни испанки? И скоро начнем жрать трупы? What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Ой, зачем я это сделал? Я хотел посмотреть ее уровень. Rats. Tasty rats. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. Второй. Ясно, понятно. Tell me about vampires, Karina. You must have met one recently. He promised he would help me, give me immortality, make me escape this world of death. He promised. Who is he? How did you meet him? I can't tell you, Doctor. He won't let Он me. ее не обратил, я в этом уверен. Привет. Почему лысый? Он как-то ее зомбировал, мне кажется, потому что он все-таки человек. Значит, тут есть вампиры, которые умеют внушать. Karina, I order you to reveal to me the name of the vampire who took control of your will. Speak their name. Don't you dare interfere with my game, Ekon. Go find yourself your own toy and let me play with mine. Who are you? Reveal yourself. Let this woman be. Why? What would be the fun in that? It's so amusing to see her defile herself, one bite Что at a это? time. Что ты мне скинул? Я из-за тебя весь диалог пропустил. As powerful as he is wicked. Help me, please, Dr. Reed. Help me. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Если это Have you нарушает правила noticed Твича, то anything лучше unusual? отправь телеги. Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. Funny smell, too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far.
A big house with no sound, no light, no А ты пробовал life нажать на left. эту штуку? I must go now. Goodbye, Miss Billow. Ну, короче, она человек, раз я могу ее сожрать. Ну, тогда... Что ты тут? Вот это вот все. Понятно, все с тобой. У тебя просто недостаток внимания. Назовем это так. А ты раньше никогда на телефоне Twitch не смотрел? Да мне надо идти. Мне надо искать. Find out what they're after. Туда надо. Туда надо. Ладно, хорошо, все, успокойся. А что стучит? Ну, я понял, что ты дома. Обычно, когда ты не дома, ты на стрим не заходишь. Да, кстати. Тут никто якобы не потерян. Ну ладно. Ну, приветик. Двадцать 29 уровень. То есть ты сегодня не работал. Отстаньте от меня, очень неудобная локация для боя. Нахрена я это сделал? Ну ладно. Ты как-то очень часто на больничном. У тебя очень большие проблемы со здоровьем, похоже. Ну, рад за тебя. Как тебя до сих пор с работы не уволили, если ты постоянно болеешь? Ау, сволочь. Чем ты там стреляешь в меня? Признайся, на самом деле ты директор, да? И у тебя не больничный, ты просто решил не ходить на работу. Ну, мечтать не вредно, как говорится. Меня всегда прикалывали такие ванны, они просто стоят в комнате. Они просто стоят в комнате, не отделенные, просто ванна посреди зала. Тоже такую хочу. Ну, не знаю, просто решил так.
They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Ну, просто ты достаточно часто болеешь, потом отпуск и достаточно длинный вроде бы был. Ну, я не знаю, сколько, честно говоря, обычно отпуски длятся. Но по моему опыту прохождения бухгалтерского учета отпуск должен быть меньше. Ты что? Это шляпка? Вроде как шляпка. Объемная, по крайней мере. Ну так отпуск вроде как 4 недели. Это месяц. С чего он у тебя 1,5? This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Ладно, у меня есть другая теория. На самом деле ты девушка, и у тебя просто декретный отпуск, который длится вроде бы минимально 2 года. Или 3. Вроде 3. А в те моменты, когда ты не хочешь со мной общаться, ты просто говоришь, что выходишь на работу. Как тебе такая теория? О. Он сейчас оживет? Маска. Ожила. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Она босс? Она реально босс. О, хватит на меня блевать. Не очень вовремя. Это у нее слишком сильная блювотина. Она еще и взорвалась. Бомбанула напоследок знатно, так сказать. Посмотрел первую часть Джорджа длиной в 9 серий. На следующем стриме... посмотришь первую часть Джорджа длиной 9 серий на следующем стриме, если я задоначу. Ну, во-первых, вопрос в цене. А во-вторых, смогу ли я просто за один стрим посмотреть столько? Если что, могу разделить на 1,5. И третий пунктик. Можно ли вообще смотреть Джорджу на Твиче? За это не забанит?
Ну, там авторские права или всякие бан-моменты. Не хочу это читать. This girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. 100 рублей за серию? То есть ты мне предлагаешь потратить примерно... ну, даже если они по 20 минут идут, это получается... Я не буду тратить свое время, как минимум получается часа 3 за 100 рублей. Такие цены даже на трассе уже лет 5 не стоят. И не спрашивай, откуда я это знаю. Опа. Тебя я не хотел видеть. Я же перезаряжался. Во-первых, игра достаточно хорошая, мне нравится. Во-вторых, я 5-й час занимаюсь тем, что я хочу, а не тем, что меня заставили делать. Если я захочу посмотреть первую часть Жожи, я это сделаю и за бесплатно. Просто я сейчас не хочу этого делать. А, так, мне надо было еще что-то здесь найти. Что искать тогда? Ты предлагаешь мне деньги. Если я на них соглашусь, то я буду обязан выполнить условия договора. А я не хочу за 100 рублей смотреть 9 серий Жожи. И даже за 150. Ладно, давай, с учетом, что это опт, давай хотя бы 700 рублей. Не, тогда ты... Я сказал, 700 рублей 9 серий. Все. Если будешь платить оптом, то это так. Если по отдельности, то тогда дороже. Что мне тут искать? Ну, значит, я просто не буду смотреть Жожу, все. И что ты мне сделаешь? Так, где тут был выход? Где-то точно был выход. Best run along home, sir. You get them weapons ready! We're
А если мне не нужны деньги на то, чтобы заниматься тем, что я не хочу сейчас делать? Вот я не хочу на следующем стриме смотреть Жожу. Ну так, в общем-то, это именно твои проблемы. Ты же хочешь, чтобы я посмотрел Жожу. Тебе почему-то это очень важно. А так вот кто... У кого перед атаками обычными. Вот для кого я качаю свой меч. Во-первых, что за предвзятое отношение к тем, кто смотрит Жожу? Во-вторых, в Жоже нету никакого гомосексуализма, только чистый мужской секс. В-третьих, что я хотел сказать в-третьих? В-третьих, я буду о чем-либо думать только после того, когда пройду игру. Так, я опять зашел в этот дом. То есть интернет меня обманывал? Я всю жизнь жил во лжи? Знаешь, что я тебе скажу? Абобба. Все. Я сказал все, что хотел. Куда мне идти? Так. Налево там надо идти, потом. Да, я второй раз нажал не ту кнопку. О, мужик вернулся. Ты что, не мой? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry, I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Ну, значит, мы съедим лучшего друга. Ну, либо не лучшего друга, ну, по крайней мере, знакомого. Так, и я теперь сомневаюсь, что то, что ты до этого написал, которое именно буквами, а не собачками написано, пропускает твичом.
И теперь я в сомнении, банить мне тебя или нет. Пропускается? Ты проверял? Ну ладно, я тебе поверю. Но если завтра я проснусь и у меня будет пир-матч на Твиче, я буду очень зол. Я куплю билеты и приеду к тебе. Ну... Из-за слова, которое второе с конца. Ну, как бы, из-за всего этого словосочетания, мне кажется, не очень получается. Я знаю примерно, где живет твоя бабушка. Я приеду к ней и узнаю, где ты живешь. Поверь мне, у меня достаточно денежных ресурсов, чтобы искать тебя всю оставшуюся жизнь. В любом случае, я смогу тебя найти. Лет так за 10 уж точно. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. Секрет. Секретный секрет. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. А? За что обидеть? Успокойся, все. На планете Земля вы живете. Ну, по крайней мере, во вселенной, в той же вселенной, что и я. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Чё? Так, я не совсем понял, про что он. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other, and so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used Но to ты be. не представляешь, как он изменился. Меня еще не забанили. Вот если завтра у меня будет бан, и в течение 10 лет я не смогу тебя найти, тогда ты можешь признать, что я слился. Иначе никак. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Ну, прощай. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Куда идти-то? Ладно, погнали спасать подругу ее. Это будет печально, если она умрет. Это я заберу масло и 2 шиллинга. Это типа сдача. Опа. Дверка открыта.
Ну так, а если я разрешил какое-то запретное слово в чате, разве меня не забанят? Я думал, это так работает. Ну, знаешь, если я сейчас создам полностью нулевый аккаунт и запущу на нем жесткое порно, то Twitch меня забанит. Алгоритмы просто это заметят, даже если я ноунейм. Ну вот. Я вроде как на месте. Это дверь. Выглядит так, как будто туда можно залезть. Телепортацией, но как это сделать? Это то самое место? Да? Вроде нет. Там вроде бы есть два вида бана, который просто блокирует эту какую аккаунт и блокирует IP-адрес вроде бы. Потому что, по сути, браузер не имеет доступа ни к чему, кроме оперативной памяти и процессора. Как туда добраться? Ну, вообще, железо — это не IP-адрес. Ну, типа, Steam может тебя забанить буквально по комплектующим твоего компьютера. Я знаю, что феррум — это железо. Но мы говорим по-русски сейчас, а не по-латински. Вроде бы это латинский. Короче, если Twitch захочет, он забанит железо в твоем организме. Так что не надо мне тут. Твоя кровь просто остановится. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you. Скажи это врачам. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course Старого you may друга. enter, Jonathan. I'm so Мы с ней sorry знакомы? for your loss, Jonathan. Раз мы знакомы, я обчищу твои заначки. Ладно, это хорошая шутка. I remember when Mary came here with her husband and her son. Это мы зачтем. It's locked, all Ну, right. я так понимаю, ее можно сожрать. Это не та дверь, которая мне нужна. Ну, не всех можно сожрать. Вампиров, например, сожрать нельзя. I feared the worst. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God.
My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. И это мне пишет человек, который только что предлагал 150 рублей доната, чтобы я посмотрел Жожу. Давай мы договоримся. Если тебе нечего жрать, ты не донатишь. Хорошо? How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Оставь котейку в покое. Котейка не виновата, что ее хозяин, болеющий каждый день жмот, который не может даже себе еды купить. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Я сделаю вид, что не видел твоего последнего сообщения. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Но в зеркало я смотрю каждый день, так что знай. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. А потому что ты жмот, который не хочет мне задонатить просто так. Даже 1 рубль. И то было бы хорошо. Или у меня минимальный донат 10 рублей. Ну, неважно, короче, у тебя они есть. Но... А в остальном я просто не смог вспомнить ни одного слова, которое к тебе подходит, поэтому назвал тебя жмотом. Как говорится, люди ценят, оценивают людей по себе. Ну, ты меня понял, короче. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Goodbye for now. You know that you are always welcome here.
No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friends knew the killer and let him in. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Я же все обыскал. Календарь на 1918 год. За нашу страну, за нашу свободу, за нашу семью. Окей. Так я все обыскал. Blood. I should follow the trail. Кровь на кровати. Вообще, да? Вот никакого стыда. Она отсюда упала и выжила? Я удивлен. Ну, приветик. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I intend to Ты do so француз? very soon, thank you. But for the moment, I'd like to shed light on the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. Поменяй имя, оно слишком длинное. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Жалкий французский вампирюга. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? Так он чистый. She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but
I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Your cruelty deserves punishment, sir. And what else is new? Ничего себе, это 30 уровня. Ты ж сволочь. Надо было похилиться для начала. Да ты достал уже. Больно. Сволочь.
Надеюсь, это его добьет. Покойся. Что там обычно говорят французы, не знаю, но пусть покоится, короче. И все. Мир о тебе забудет, я уверен, уже забыл. Мне нужно ее найти, да? Но она же на главной площади, я это знаю. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood. I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Кол Шарлотты. Окей. Прощай. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Оглушение 35. Но тут вопрос, можно ли его прокачать. Выносливости больше тратит. Ну, по идее, он тоже может стать 35. Тут вопрос именно в том, можно ли его прокачать. Good evening, old chap. А это ты? Ладно, ты мне не интересен, честно говоря. Clarence. You should try to sleep. 6000 опыта уже, кстати. Где-то был... Ладно, так поднимусь. Я разве с ней уже не говорил? Моментально восстанавливает 140 единиц крови. А, он поэтому такой сильный, потому что уже максимального уровня. Дубинка получается лучше. Потому что я могу ей сбить. Ну, фактически... Это все я уже сделал. Ладно. Я бы лучше, конечно, с этим бегал, он быстрее перезаряжается.
Вот тут их-то целых 3. Огненный урон, химический урон. И что же прокачать? Я хочу вот это прокачать, наверное. Сыворотки мне не нужны, а вот патроны были бы полезны. Увеличить запас крови. Это мне точно нужно. И могу на максимум выносливость прокачать. Но я прокачал здоровье. С выносливостью пока особых проблем нет. Патрончики. Так, увеличивается количество единиц здоровья, остальное при укусе в бою. Можно, конечно. Плюс 10 сывороток. То есть можно вообще не пользоваться нормальным хилом и чисто этим хилиться. И не тратить магию. А магию, например, потратить на вот это. Или на это. Ну, сыворотки у меня так, только на всякий случай. А, это все сбросить? Я думаю, только то, что есть. Ну, тогда все. Что? Ничего же не случилось. Сколько я тебе патрон могу носить? Я даже не знаю. It's locked. А ты что тут делаешь? Где это я? А, это типа внутренний дворик.
А, то есть из-за того, что это внутренний двор, здесь такие проблемы со скалями. А, ну скорее всего, потому что здесь можно спрятаться от солнца. Из-за того, что здание вокруг. I can't believe I'm doing this. Не, нельзя. Куда мне надо? Ну, я так доберусь. Там было написано кто-нибудь на помощь. This is now my domain, young Ekon. Gotcha. This is my territory. You cannot win this. Подумал, я не выпью тебя досуха. И я тот еще выпиваха. Надеюсь, подходящее слово. Тук-тук, есть кто дома? Поговорим. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. А, с тобой вообще нельзя поговорить. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Ересь чистой крови. Прикольное название. Это бар, я так понимаю, да? Не обращайте на меня внимания, я так просто мимо прохожу. А, ну он слабак. Слишком много оборотней.
чего? Ты тупая бабка. Все, вы меня разозлили. Я выпил сыворотку. Чего да? Нет! Да это хилится. Нет. Ты не видишь, я играю. Ну, во-первых, я не знаю, когда ты на работе, потому что с тобой хрен поймешь, когда ты на работе. Ну, а во-вторых, ты всегда можешь просто сказать мне, что уже играешь в какую-то игру, и я просто отстану от тебя. Ну, что ты не хочешь играть в другие игры, точнее, правильно сказать. Ну, а вдруг ты согласишься, И, во-вторых, я никогда не смотрю, что там пишет Дискорд. Почти не смотрю. Ну, я откуда знаю, вдруг ты захочешь поиграть во что-то другое. А я сейчас не хочу играть во что-то другое. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? И как туда попасть? Есть какие другие пути? Ну, я же тебе сейчас сказал, что не хочу. Так, стоп. Я тебя прям упрекаю за то, что ты не знал, что я хочу в это играть. Ну и вообще, до этого мы обсуждали, что я хочу допройти эту игру, и только потом буду заниматься чем-то другим. Конечно, в каком-то смысле ты догадывался, что я не пойду играть. Я пока не допройду, ничего больше играть не буду. Вот пока я не увижу финальные титры, других игр не будет. Да, сволочь. Все, вы меня разозлили. Я это заклипаю на случай важных переговоров. Окей.
Буду только рад. Ты откуда появился? А более нормального названия ты придумать не мог. Ладно, ты меня заинтриговал. Так и быть, посмотрю, что ты там сотворил. Я пока не допройду, ничего больше играть не буду. Вот пока я не увижу финальные титры, других игр не будет. Ну, написал бы тогда других игр не будет. Просто не будет — это очень странное название. Вот если бы оно называлось «Других игр не будет», было бы намного логичнее. Все тебе надо объяснять. Ясно все с тобой. Чего? Он 2 раза пёрнул на меня. Ладно, все, успокойся. Твой гений слишком непонятен для понимания. Успокоился? Все? Что от меня хочет... А, вот, дверка. Интерактивная дверка. Отлинченный помповый дробовик. А он двухзарядный же. Или нет? Магазин 2, магазин 3. Он 3-зарядный. Но у него очень хорошо урона. Разве? А, ну я ж поменял это... Как его? У меня и на ТГ, по идее, недоступно, потому что там лишняя буква в ссылке. Но я ж поменял название канала, а ссылку в боте не поменял. Так что я хотел? Что-то же я хотел. Ладно, потом.
this or not? You infected the whole family! I said I wanted to leave them! Oh, then be alone with them while you go back to your fucking convenience. Да. Эта сволочь себе позволяет. Один из них еще и телепортируется. Гады. Одним словом. От выносливости зависит, а у меня вся выносливость была на нуле. Да. Ау. Это было печально. А, я добил его. А, выносливость. Она меня видит. О, это было не эпично. У меня до сих пор плюсовая температура, а у него там снег выпал. Капец. Ну да. То есть ты не можешь. То есть этот... Не знаю, как его назвать. Короче, мой единственный зритель, по сути, не может меня смотреть в параллельной игре. Класс. Мой дорогой, спасибо за прекрасный душ и шубу.
Духи и шубу. Я мечтал о том, чтобы твои руки поскорее обняли меня, ведь только с тобой, мой герой, я ощущаю себя счастливой. Пожалуйста, возвращайся скорее. Я умираю от желания снова прижаться к твоей груди. Да, мой любимый, мой дорогой, возвращайся ко мне, и я подарю тебе ночь бесконечной, неудержимой страсти. Прямо сейчас мне только последний из твоих подарков. О, да, я сгораю от желаний и мечтаю поделиться с тобой своей неукротимой страстью. Преданная тебе Дорис Флетчер. Зачем мне смотреть, параллельно играть? И параллельно играть. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Ты можешь как бы оставить стрим на фоне, вырубить у него звук и играть во что хочешь. Как тебе такой вариант? Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. У тебя настолько слабая видюха, что она не может выдать 60 FPS при параллельном браузинге? И зачем тебе интернет в Киберпанке? Там что-то связано с интернетом? Ну, а насколько у тебя монитор? На 144 герца, хочешь сказать? Ну, а сколько у тебя герц? Я не туда зашел, по идее. 163. Разве есть такая цифра? Ну ладно. Возможно, есть, не знаю. Ну, я имею в виду такое значение в FPS-ах. В кадрах в секунду. Ну вот, я про то же. А сколько у тебя получается? Ну реально. И сколько у тебя Киберпанк выдает? Киберпук это, да? На который ты меня променял. Ну, приемлемо. Согласен. Ладно, хочешь играть, ливай. Что ж я с тобой могу поделать? Не запрещать же тебе играть в видеоигры. Это было бы слишком лицемерно даже для меня. Но ты все еще можешь запустить стрим на телефоне. А, как тебе вариант? Я выбрал длинный путь. Ну ладно, побегу, значит, длинным путем. Почему это для меня не существует понятия «слишком лицемер»?
Я прям настолько плох. То есть ты хочешь сказать, что я само воплощение слова лицемер? Мне даже интересно. Не буду запускать стрим на телефоне, так как на нем быстро улетает заряд, а на зарядке лучше его вообще не использовать. То есть я буквально само воплощение слова лицемер, по-твоему. Это вот так вот ты обо мне думаешь. Ну хорошо, буду знать. Там еще и ликантроп идет. Именно так. Я не лицемер. Я просто эгоистичный, жадный, алчный и чревоугодный. Ну, точнее, эгоистичный, чревоугодный, алчный, жадный. Только с той стороны открывается. Теперь мне обратно бежать. Ну, вообще, я считаю, что ты вполне адекватный человек. С легкими перегибами в случаях, когда тебя что-то не устраивает. Ну, скажем так, я знаю достаточно таких, как ты. Так что отношусь к тебе вполне адекватно. Не знаю, что еще сказать. Нет, я, конечно, воплощение слова лицемер. Потому что все, что бы я ни говорил, никогда не относится ко мне. Я считаю себя венцом творения этого мира. И никто меня не убедит в обратном. И я вообще не отказываюсь от того, что я лицемер, но этот факт никак не мешает мне адекватно оценивать личность человека. Тем более я изучал психологию 4 года. Тем более, если неадекватно оценивать собеседника, то можно попасть в неприятности. Так что это просто механизм выживания. Да. Самозащита, можешь считать.
cannot enter. Ой. Вообще беспалевно. Ну ты слабак какой-то, честно говоря. С той стороны театр нельзя. То есть с этой надо. Вообще не хочу с ними сражаться. Надеюсь, не придется. Они не заметили. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. It's locked. На втором этаже открыто окно. Это окно. Так, достаточно безопасная локация. А я отойду.
Так, я сделал себе быстренько похавать. Так что перекусим и продолжим. Можете пока написать, что и как. Типа, новости там всякие. Что нового в мире у вас лично? Может, вы кушаете? А еще нужно в моей бутылочке для газировки восполнить запас газировки. Все, теперь можем продолжать. А почему на стоп поставилось? Я одел наушники не той стороной. Вроде бы они той. Почему они не сели? О, а теперь сели. Ну ладно. Так, что мы тут изучаем? Мы изучаем театр. Театральные постановки мне нравятся. Nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Привет. Я могу так, а ты так можешь? Почему это не подействовало? Да, я постоянно забываю, что они взрываются. На, мне все равно потом выходить, так что оставим это так, как есть. А что у нас с этой стороны? Крысы? Крысы я люблю. Люблю их фастфуд. Despicable. Who are you? You who dared enter my realm. Ничего Are себе ты you here большая. to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that
was her Окей. final wish. Woe, I summon thee, my children of the night. Bite, У тебя будут еще maim, помощники? spit, kill! Ha, ha, ha. Under! Было бы прикольно, если бы я жрал ее кровь, и она бы меня, наоборот, дамажила. Она же типа болезнь. My blade shall I smell your fear. Come to me, my Когда слишком много себя дала задамажить. Так, оставлю, чтобы было. Чтобы пожрать потом. Behold, Kinslayer, the disgrace of she was once renowned. Will Опа, she вторая be the фаза. queen again once they all share her fate? Your blood will be mine. Я похилюсь. Да хватит. Чего? Он меня выкинул за текстуру. А, вид. You killed my father. Да она умерла, сволочь. Сволочь умерла. Ты видишь меня в тени? Да, видит. Arise and save your queen, my slave. Ладно. А, можно ее укусить. Here as a bay, for your queen commands you. Attack! Your hand. Woe unto thee, son of Babylon! My children, my... Твои дети? Ты их реально называешь детьми? То, что они прыгают, больше проблем создает, чем она. To me, my servants, avenge me! Все, началась фаза, когда стоит бить, по сути, только ее. Она будет призывать их до бесконечности. You killed my father. Arise and save your queen, my slaves.
слишком много. Хотя, возможно, стоит носить с собой сыворотки не только здоровья. Woe unto thee! Да. Это тупо, что они могут сбить меня под конец каста. Так. Все, она с ума сходит. О, ничего себе, тебя поглотило, конечно. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Почему у нее рука превратилась в кучу червей? Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ну, лучше бы я тебя сажал, конечно. Это было бы больше пользы. Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Пока что можете идти. I should probably leave the theater right now. Пустил он меня, да, значит? Какой он великодушный, сука. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Если я хочу его сейчас грохнуть. Мне просто не дают этого сделать. Надо было все-таки открыть двери.
Когда был шанс. These people want me dead. I need to leave now. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Но опыта пока что недостаточно. Эш, правильно мы понимаем, мне сейчас туда? Опа, какие люди. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Чем его женщина? То есть она только что призналась, что готова быть нашей? Хорошо, буду знать. Ну что, подо мной? Have you heard the rumors of some horned vampire? Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. I'm just a doctor. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. То есть мы создадим своего вампира? I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course.
Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Ну, это будет хорошо, если сработает. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Goodbye, Lord Redgrave. Обратить вампира. У нас будет потомок, можно его так назвать. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your То есть voice. только древний род может создавать крутых вампиров, эконов. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Это тот разумный скали в канализации? Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall,
And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Ну, Goodbye for now. я его вообще сожрать Goodbye, хотел. my dear. Please, be careful. Можно просто сказать, ой, я не смог остановиться. А, мне надо прям к нему идти. Так. Постою за стойкой. Если это можно назвать стойкой. Хочу вот так вот. Мне нужно удалиться на секунду. Так, я проверил, все нормально. Так что можем идти дальше. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. То есть каждый следующий слабее или что? В опасном районе он живет. Не хочу с тобой разбираться. Разбирайтесь друг с другом. Ну, конечно же, закрыто. Как иначе? Куда мне еще надо? А, я буквально на месте. И как туда попасть? То есть вы надо мной издеваетесь, я оттуда должен идти? Они издеваются надо мной. Ну ладно. This one's mine! I'll send you to hell. See them fancy clothes? This one's a toff!
туда бегу. Это будет долгий путь. When science fails you, this elixir. You distribute flowers at this hour of night. Это не туда. Да, это то, что мне нужно. Надеюсь, он открыт. Да ты сволочь. Он It's закрыт. locked, all right. А туда как попасть? Как бы только два входа. С этой и с этой стороны. И оба закрыты. Класс. Вот перепрыгни просто. Ты же все-таки могущественный вампир. Теперь назад бежать. Не то, хотя... Что-то я тебя узнал. Good evening, my dear. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? When people buy guns instead of medication, it means they have already traded hope for fear in their hearts. In my book, that's never a good thing, Doctor. I'd like to... Я бы у тебя патроны купил. А это же все можно разобрать. Нахрена я это продаю?
Ладно, пусть будет. Я бы эту купил. Пусть будет так. Это пригодится мне. Это уж точно. Over there! There's one of them vermin! It's one of them! Мне достали все. Он взрывается точно. Постоянно забываю. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Ну вот, по идее, место, которое мне нужно. Нет? It's locked. Да хрена здесь столько запертых чемоданчиков. Где я на них ключи найду? Будем наедаться крысами. Thirst for blood. This is despicable. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Все, нету больше. Печально. Искал Лондон. А.
Вот как это выглядит. Don't you know better? Да отстань ты от меня уже. Можно было создавать себе клонов. Твоя проблема в том, что ты прокачивал по сути только тень. А я прокачивал все и разом. This is mine. Как мне туда попасть? Только если вот здесь вот где-то. I'll take it. He's too fucking far. Конечно же, тоже заперто. Ну как иначе? A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Bloody monster! Look lively! It's on to us! Get them weapons ready! We found one! Нашел, вот оно, это место.
Познайте же мой гнев. Как выжил? Ты же наблюдал за тем, как я убил твоего напарника? Надеюсь. This is Braille. Так шатался кого-то такой, типа, а умирать ли мне вообще? Опа. Хорошая двустволка. Так, о, денежки мои. Может, видение вампира мне что-то подскажет. Он, похоже, живет прям вот в этой настройке. Ну, как туда попасть? Единственное место, которое контачит с этим парком, вот здесь вот. Вот здесь. Но здесь ничего нет. Меня явно что-то скрывают. It's locked, all right. Сломай просто. Подземные ходы. Ну, конечно. Конечно же, тут есть долбаные подземные ходы. Я полчаса потратил на то, чтобы найти эту дверку. This is despicable. Ну, я не откажусь от фастфуда.
I can't believe I'm doing this. Не, закрыто. Там труп мерцает. Значит, только с той стороны можно. Леон Августин? Я должен тебя типа знать. Но обычно такие, значит, что я их должен знать. Он в шляпе. Такой типа котелок. Вот он похоже. А еще, мать твою, 32 уровня. Как я должен его побеждать? Ну, конечно. Аскалон? Ты типа в нем слушаешь или что? Или тебе просто дали те же самые реплики, что и тому бугаю? Не подействовало. Ау, 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 ау.
Мне очень повезло с тесаком. Потому что я его прокачал, и он теперь жрет их. Он дает мне кровь, которую я могу в случае чего в любой момент восстановиться. Your blood is now mine. For Ascalon! У меня получается укус наносит больше урона, чем моя ульта. Потому что укус только что нанес 500 урона. Ау. А что я получил? Я какое-то письмо получил. И очень мало опыта за такой сильный бой. Там дырка, но туда нельзя. Но он был примерно такой же тяжелый, как и другой вурдалак. Дверь-то отперта, это хорошо. А делать-то мне что? Louise's father was determined to find and save her. Что мне делать?
А, во. Крутится штука. It's locked. А, вот как надо было. Здесь все такие тяжелые. Чего вас так много? Со всех. Да. Они просто специально подбираются максимально близко, чтобы делать эту атаку. Да, не самая простая локация. Теперь я подожду, пока восстановлюсь. Что они вообще вылезли? А нахрена это все было тогда?
Патрон. Да я уже и забыл, что их надо собирать. Что? Топор? Да знаешь же, монстра внутри меня. Да, отстань ты от меня уже. Вы все ложки вообще не видите во тьме. Ой. Да. Да понял я уже. Ау. Вот это было невежливо. Он еще хилится, сволочь. Дай восстановиться. На него просто кровь зачастую не действует. Магия крови. Да, потому что на нем броня вот эта. Опять. Ах ты ж сволочь. Паскуда ты. Ау. Это только я могу так делать. Ты не имеешь права зажимать меня в угол. Надеюсь, ты осознал свою ошибку. И больше ее не повторишь. Хотя как ты ее повторишь, если ты мертв? Ну привет, дорогая. Miss Teasdale,
Are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Я бы мог тебя вылечить. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. Но с учетом, что она здесь пережила, еще не удивлен, что у нее головная боль. Еще сумасшедший повесил кого-то на кол. Хорошо, что я спас ее. Наконец-таки. О, 7000 опыта. И теперь еще буду 1000 лет искать, как в него войти, да? Можно мне вот это открывать? Урона 130. Скорость атаки. У меня скорость атаки быстрее. 210. 200. Увеличенный урон по цели уменьшает расход выносливости. Позволяет поглощать кровь, когда оружие. 2,5, 2,5, 2,5. Я смогу поглощать 10 единиц крови. Хорошо, что револьвер меня хотя бы не ставит на выбор. Ну, по идее, сабля хорошая штука. Да, конечно, 10 единиц крови это хорошо, но я и так буду получать столько же, сколько сейчас. Ну, единственное, только скорость атаки уменьшится.
Да, мне кажется, сабля будет получше. Кусок алюминия. До 50 заглушения, когда увеличивается скорость стрельбы на 20%. Скорость меня вполне устраивает. Ну, вообще, по идее, если бы я качал все вот это вот, то сейчас бы оно просто выносило. На 3 получается 6. И 6, 12 на 12. Ну, не так уж и много. Но при этом выносливость у него там была хорошая. Получается на 40% меньше. Ну, могу на всякий случай поставить, чтобы было. Если вдруг у меня резко возникнет надобность в крови, просто поменяю. И потом докачаю ее, чтобы было. Так нет, получается, этот в котелке был сам по себе. А что у нас тут тогда? So many signs to interpret. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you are a new Ekon who relishes his blood diet. Ты слишком много знаешь. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller, then? Oh, I can tell you many things.
but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Но это не так уж и трудно узнать. Об этом знает весь город, мне кажется, уже. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Что бы у тебя еще спросить? Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. Новый квест. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Окей. Так у меня же вроде пятый был, не? Ну ладно. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Ах ты ж сволочь. Perhaps later. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Почти никогда. Шикарно сказано. Most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. Your heart will bleed back all the blood you drank, but it will not put out the fire your treachery has lit. I would rather not know. Он не это. How is it? Vampire. Окей. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the
relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Okay. Ну ты здоров. Здоровым оставайся. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Cards never lie, but they are never easy to read. Понятно, это просто склеп. Да как это успеть сделать? Да это даже с быстрым перемещением не получится. Только если для этого тени не надо изучать. Раз он не здесь, значит здесь. Тогда куда ведет? Ну ладно. Die, vermin! Get them weapons ready! Remember your vows! Away with you! Filthy murdering bastard! Но вообще сабля почему-то ощущается быстрее. Хотя там написано, что она медленнее.
Ну вот, мы и дошли, наконец-таки. Это было очень долго. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Ну, не, мы не готовы. Я готов его только убить. Потому что он живет в слишком роскошном доме. Мне это не нравится. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. I'm the only vampire in the room for now, so please indulge me. All right, all right. What is it you wish to ask? I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Quarantine is not a bad idea, medically speaking, but I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls.
As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Минус 2000 опыта? Дядя, ты оборзел. Дядя, оборзел ты? You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so А если бы у меня не было bereft 2000 опыта? You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. Почему кусать надо всегда именно в шею? Жалко, я его полностью не изучил. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Мой создатель буквально позволил мне это. Первый ключ, второй ключ, третий ключ. Получается, стоит изучить это помещение. Второй ключ. На первом этаже больше ничего нет. У него тут лично тоже ничего нет. Первый ключ. 500 шиллингов. Я думаю, что жизнь в этом районе, наоборот, станет лучше, если он умрет, честно говоря. Это было бы вполне логично. Потому что я уверен, что к нему так трудно попасть только из-за того, что он этого захотел. Так. Приветик. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? He didn't survive the procedure. He was too weak. This is unacceptable, nevertheless. You were given the simplest task. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then.
Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Я не могу просто взять и убить себя. Step away, traitor. Return to Прямо your сейчас. dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again. You or that monstrosity you bring to me. Я думаю, если я ему совру, он меня оставит в покое. А он все равно меня прогнал. Тогда мог сказать правду, звучал бы пафосно. Больше ничего не мерцает. Может, тогда это не здесь? Нет, значит, здесь. О, средства от нейрологии, это хорошо. Ну, два сейфа на первом этаже. Один сейф на втором. Может быть, второй на втором? Ну, скажем так, в местах около общественного пользования их нету. Здесь больше нету комнат, в которых я могу попасть.
У меня больше нету ключей. Было же вроде бы именно 4 ключа. Я открыл 3 сейфа. Или было 3 ключа. Ну ладно. Больше ничего не могу найти. Значит, ухожу. Здесь точно нигде нету. Нигде нету. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes.
But my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Tell her I worry about her. Do not, for she has had strength and wisdom for so much longer than you. Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Ну, когда она это говорит, это прикольно. Чтобы мне показалось, что шкафчик может быть здесь. Нет? Ну ладно. Теперь надо просто вернуться в убежище, если это возможно. Я бы очень этого хотел. Вот вообще не тебя. Еще такой высокий уровень. Ты вообще вылез? Я не туда вылез. Хочу с тобой драться. Во, я придумал. Иди сюда. Вот тебе. Охотнику на вас плевать, хотите сказать? А, они его уже грохнули. Да.
хотя бы те проход здесь открыт. Куда мне вообще надо вернуться? В больницу. Какие-то они слишком одинаковые. Не близнецы случайно. Так, насколько я помню, убежище было рядом с читателем предсказаний. Я заодно к нему зайду и узнаю будущее. Good evening, Jonathan Reed. Can I help you? Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Here is the money. The hunter. A good heart in disguise. A liar willing to help for real. An armed man unable to strike. Окей. То есть это вот так ты должен был о нем узнать. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Perhaps London will survive the epidemic, but I see terrible trials awaiting. Может, их надо поочередно нажать? Да я не знаю, как это делать. А разве не здесь было это убежище? А с другой стороны. Ну получается, охотник на вампиров подозревает, что я вампир. Изучать нечего. $10 000 опыта. Ну я вот это прокачаю тогда.
6000 опыта. Ну, теперь оно хотя бы реально сильное. Ну, все получается. Алоизен Доусон, глава промышленной империи, был убит прошлой ночью, около 4 часов утра. Сегодня утром одна из горничных обнаружила его тело в кровати в луже крови и сразу вызвала полицию. На данный момент представители правопорядка допрашивают 10 слуг, но преступник все еще неизвестен. Уроженец Сити, мистер Доусон, был финансовым покровителем Лондона и истинным католиком. Все знали его как прекрасного бизнесмена, работодателя, отца и брата, но для друзей, в число которых входил и я, он был еще и гением. Он вообще не как хороший человек себя показал. Он определял свое время. Он хотел очистить столицу от преступности. Он знал, как защитить наших родственников, близких от произвола. Он состоятельный и влиятельный человек, стремящийся служить народу. Понятно. Мистер Доусон собирался превратить в Сити в крепость, где достойные смогут жить в мире. К несчастью, завистники не позволили ему воплотить в жизнь свои грандиозные планы. По мистеру Доусону будут скорбить его дочь и многие почитатели. СЛА. Ну и плевать на него, честно говоря. 29 уровень, почти 30-й. Ты рад этому? Ну, а оставшийся будет уже в следующей части. Ну а на сегодня, я считаю, достаточно. Жалко, здесь нету балкончика, мне нравится на балкончике. Придется делать то, что есть. Станем как-нибудь вот так вот. Да, вот так вот. Ну а на сегодня на этом все. Выйти. Спасибо, что смотрели данную трансляцию. Не забывайте, что жизнь есть не только в интернете. Кушайте вкусно. До новых встреч.